Приветствую. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый, добрый, добрый. Сейчас я постараюсь лицо свое поместить в эту маленькую, в Так, я это маленькое тоже окошечко. настраиваюсь. Да, как-то так, чтобы было М? нас видно и слышно, и, в общем, потом разберемся, кто там как, куда, Так, зачем. Сейчас меня настроимся слышно хорошо? У меня есть и наушники, но посмотрим. мы попробовали с наушниками. Я их Нет, не буду, наверное, использовать. слышно хорошо, можешь как бы можешь так и оставить, слышно Все нормально. отлично. Подождем, Так, подождем. да, подождем, Не как, вижу, чё. присоединяется. Да, не знаю, как. Угу. Вот, Наташа Понятно, Миша. присоединилась. Народ подходит. Мгм. Всё Ага. слышно. Все Отлично. слышно, Спасибо, супер. Наташа, спасибо большое. Это важно, потому что проблемы со связью, она, конечно, немножко выбивает иногда. Угу. Угу. Так, вот еще Мария, если я не ошибаюсь. Здорово, что сегодня Угу. а, у нас есть слушатели, которые интересуются техниками, практиками, потому что я надеюсь, что вам будет очень интересно. Да, сейчас подтянутся. Ну, мы потихоньку можем, все, у нас 3 минуты. Ну, подождем еще немного. В общем, команду, как считаешь, Ну, нужно сейчас так еще делать? минутку буквально. Угу, угу, Так, приветствую, кого успеваю. Так, друзья, я угу, всем рада. Мы оба с Дмитрием рады всем, потому что, угу. возможно, вы получите сегодня очень много информации, новой для вас. Кто-то, кто не знает, узнает много интересного, а кто-то, кто уже практикует, для вас, конечно же, будет интересно послушать Дмитрия, потому что я только в качестве ученика присоединяюсь сегодня. Мгм. Я думаю, наверное, можно начать. Ну, думаю, да. Там поддержите нас этими пальчиком, потыкайте, не Мгм. сотрется. Я Вот, вижу сердечки. еще поднажимайте на какие-нибудь, да, Спасибо. какие-нибудь сердечки, чтобы ручеек нас радовал. Супер. О, Здорово. пошел ручеек. Ну вот, Ну вот мы другое в дело. таком состоянии любви, состоянии любви к себе, к любви к тому, что мы делаем. Я приветствую вас, дорогие друзья. А, Сегодня очень приятно вдвойне, не потому что мы вдвоем ведем, а потому что я хочу вам представить моего учителя, моего уважаемого учителя, шамана Дмитрия Рожнова. А, После эфира будут все ссылки на его канал. Те, кто присоединился, я наверняка уверена, что вы уже там есть. И есть на моем канале. Но сегодня поговорим о практике шаманского дыхания. Я думаю, что всем будет интересно узнать какие-то новые тонкости, подробности. В общем, много интересного будет. Еще раз всем привет, будет интересно. Итак, это мой ученик, наставник. Я у него обучалась на курсе шаманское дыхание. Это проводник, это человек, которого я уважаю, к мнению которого я прислушиваюсь. Ну и, конечно, я надеюсь, что с которым у меня будет такое тесное сотрудничество. Очень в это верю, очень хочу этого. Ну и вообще приятное человеческое общение. Так что приветствую тебя, Дмитрий, тоже. Благодарю. Приветствую, приветствую, Елена, тебя тоже. Благодарю, как прекрасную ученицу. Благодарю за добрые слова. Будем сотрудничать. При желании все, кто учится и учился, всегда готов сотрудничать. Благодарю. Мы всей командой, во всяком случае, все, кто меня знает, все, кому я рассказываю, следили за твоими приключениями. Это было интересно. И как-то даже мечтаем это повторить, ну, хотя бы территориально. Если уж не Айаваску попробовать, то хотя бы пройтись вот по тем местам, хотя бы хоть к одному кому-то попасть, тем, у кого ты учился. Вот. Поэтому я представлю у тебя, может быть, в двух словах расскажу о твоем пути,
Я хочу сказать, что Дмитрий — это человек необыкновенной судьбы, очень интересный, где-то, ну, в каких-то, может быть, моментах трагичный, да, потому что это сейчас он так с улыбкой рассказывает о том, что, как он пришел вообще к этому. Я знаю, что ты пережил клиническую смерть, и ты поправь меня, пожалуйста, если я где-то ошибаюсь, ну, подкорректируй потом. В результате травм позвоночника ты очнулся в морге и увидел сущности, увидел различных жителей параллельных миров, которые взгляду обычного человека непонятны, неизвестны, мы их не видим. И, в общем-то, долгое время учился взаимодействовать с ними. Да, учился их понимать, учился их не бояться. Вот то, что мы, ну, даже нам это непонятно, как это вообще возможно. Потом тебя судьба привела к монгольскому шаману, да, хранителю древних традиций, и ты потом приобщался к знаниям, которым владеют, в принципе, немногие на планете, да, ну, единицы. Это знание о мире, знание о мироустройстве, о том, как взаимодействовать с духами, с сущностями. Я знаю, что ты разговариваешь, общаешься с гномами, общаешься с теми, о ком мы читаем, в принципе, только в сказках, да, в каких-то там книгах, и так, ну, относимся как к каким-то сказочным персонажам. Вот. И я счастлива, что я могу тоже прикоснуться через тебя к этим знаниям, к знаниям, которые давал учитель. Я не запомнила, как его зовут, но я только знаю, что он очень светлый человек, ну, иначе быть не могло. И я еще по твоим рассказам и по той информации, которую ты даешь, знаю, что он тебя увидел и почувствовал, да. Ну, расскажи, может быть, еще как-то поподробнее, потому что это очень интересно, ну, не каждый день встречаешь человека с таким путем, скажем так же. Этого шамана звали Таш Ол Буевич Кунга. Он жил в Монголии, и да, он заметил, почувствовал, и мы с ним пообщались. И, в общем, он, недолго думая, пригласил меня к себе. Рассказали люди, которые были у него. Один мой знакомый, он ему рассказал, говорит, я их знаю, я его видел, дай мне его контакты. Ну вот, собственно говоря, он мне написал и предложил приехать. Куда ехать я толком не знал, но я поехал. Поехал, сначала я полетел, потом я долго-долго ехал на перекладных, там нет никаких железных дорог, туда не летают самолеты, там вообще ничего нет. Вот. Я только долетел из Москвы, а потом долго-долго ехал, 2, по-моему, или 3 дня ехал на машинах. Но в конечном итоге меня никто не хотел везти именно вот в это поселение. Вот, потому что это очень далеко, это там за границей. Ну, границ там нет никаких столбиков, ни с Монголией. Ну, и понятно, там никто никаких сеток, колючек там не натягивает просто. И так, значит, что туда никто не прется, никому это не надо. Вот. Но дороги там есть, и можно было доехать. Вот, поэтому вот так вот я попал. Какими путями, не знаю. Какой дух меня туда перенес, не знаю. Но это было очень долго, и как-то это было мучительно понимать, что никто туда не едет, и все боятся, и, в общем, ну, как-то это было... Для меня было непонятно, мне было интересно, и мне было нужно. Вот, я подъехал на машине, меня подвезли, и он уже стоял возле своего дома, если можно назвать домами, стоял, меня встречал. Я ему не звонил, вот. Естественно, ничего там не работает, никаких навигаторов, ничего там толком нет, вот только связь, так как это раз в неделю какая-то появляется связь. Ну, собственно говоря, все вкусное живет далеко, без всякой связи. То же самое, что шаманы и целители в этих джунглях живут там, где не бывает ничего, никакой связи. Где я выезжал, прекрасно знаешь, выезжал в какой-то там небольшой городок, где в какой-то гостинице я останавливался, чтобы была связь, чтобы общаться с вами, ну и, в общем, что-то выкладывать. Вот. А с Буевичем, ну, такое ощущение, что я же знал его 500 лет, у него примерно такое же. То есть ну, просто мы расстались вчера, а сегодня встретились. Мы прекрасно знаем, у каждого из нас были такие подобные случаи. Вот, блин, ну, я тебя, наверное, 100 лет точно Родственные знаю. души. Да, именно так.
Ну и без всяких каких-то, вот, по-русски говоря, понтов. Все абсолютно ровно, несмотря на то, что там большое количество прихожан, там клиентов приходят постоянно, все это вот это все крутится. Абсолютно. И это было приятно. То же самое я посмотрел и в мое путешествие к шаманам. Один из них был, конечно, там очень напыщенный, и понятно, что ничего толком интересного не было. Ну, а другие абсолютно, вот совсем-совсем, ну, как говорится, в метро бы и не узнал, что ты шаман. Вот. Никогда бы и не заметил. Здорово. Ну вот я который раз слушаю эту историю, ты рассказываю на курсе, и каждый раз удивляюсь. Может быть, не каждый бы вообще рискнул поехать, в общем, найти. Ну, у тебя была цель, то есть это было. Ну, у меня была цель, да, меня спрашивали те, кто вез, это вот этот вот, кто-то меня подвозил, вот эту систему Блаблакар, которая, ну, которую в интернете можно было набрать, и там, кто едет в эту сторону, меня брали. Ну и спрашивали тоже, ну, ты чего туда ты едешь? Вот что ты туда едешь? Вот ты откуда? Я тогда жил в Москве. Я говорю, она тебе надо. Ты знаешь, где это? Я говорю, ну, так, плюс-минус, там, 2 локтя по карте. Ну, говорит, может быть, не стоит? Я говорю, стоит, мне надо. Я понимал внутри, что мне надо. Вот поэтому думаю, ну, а что тут, собственно, терять? Второй раз в морг попадать уже не страшно. Я уже там был, поэтому что мне было терять? Мне было очень интересно. И я не пожалел. М. Ну, это вот просто удивительно, потому что, возможно, это был один из самых значимых, да, людей в твоей жизни. Ну, если вот так предположить. Да, Почему я делаю такую параллель? Потому что да, я обучаюсь у тебя, понимаю, что ты тоже являешься для меня одним из значимых людей, который, в принципе, перевернул в какой-то степени мое мировоззрение, мое миропонимание. И я постоянно тебя спрашиваю, как вот это, как то. Мне интересно твое видение нашего мира, потому что я понимаю, что все не совсем так, как мы понимаем, все не совсем так, как нам преподносится определенными, да, сферами, структурами, системой. И поэтому вот сегодня как раз будет разговор о том, а как же узнать, как правильно, как прийти к самому себе и как найти ответы. Потому что все, что вне, все, что приходит к нам извне, это не всегда правда. И даже чаще всего это не так. Это показывает и практика, и Дмитрий, ты об этом постоянно говоришь. И как раз мы и говорим об этих возможностях изменения своего понимания мира. Поэтому я тебя благодарю за твой рассказ. да, да. Все это можно узнать в измененном состоянии сознания. С помощью каких-то практик, вот которыми ты занимаешься. Это, допустим, вот то же самое дыхание. То есть в нем как раз вот в этой практике можно узнать, найти ответы на свои вопросы по любым аспектам жизни, по любым, по отношениям, по здоровью, по финансам, да все что угодно. Ну, вот поэтому ты у нас мастер этой практики, и не только этой. Расскажи, пожалуйста, про дыхание, там очень интересно у тебя про гвозди, там вообще очень интересно у тебя твое пространство, про которое ты рассказывала и которое выкладывалось в видео, очень интересное, и там все вместе, то есть пришел, и вот тебе все 33 удовольствия. 33 удовольствия, я имею в виду духовных удовольствий. Поэтому расскажи, пожалуйста, про практику, про гвозди и С вообще про огромным все остальное. удовольствием, потому что я с каждым погружением, с каждой практикой, с каждым новой встречи с тобой, с каждым вебинаром понимаю, насколько мы мало знаем, насколько мы мало умеем и какие есть возможности. И мы, в принципе, об этом, об этом нигде не говорится. Есть какие-то школы, направления. Вот я расскажу про себя. Я в прошлом филолог, и 15 лет я дипломированный специалист-психолог, и у меня там успешная практика была. И, в принципе, я думала, что это и все. Я становилась как профессионал тоже долгие годы, много где обучалась, читала и думала, что вот это какой-то предел моей психологической практики, моего там, профессионального роста. И потом я поняла, что мне немножко тесновато в психологии. Я многое для себя поняла, что я умею, поняла, что я, скорее всего, никогда ничем не буду заниматься, что-то не заходило. И я увлекалась и родноверием, славянизмом, то есть какой-то ритуаликой, изучала свечи, отливки, в общем, то,
ну, информационное психологическое пространство образовательное сейчас дает очень много всяких возможностей, и поэтому я жадно хваталась за все. Я пыталась понять, кто я, вообще, где я могу принести пользу людям, вообще этому миру, и поэтому внедряла все. То есть инструментарий есть. Вот. Но то, что я нашла у тебя, то, что сейчас ты даешь, и то, что вообще мы можем сделать, тут уровень возможностей и ширина, она несравнима, на мой взгляд, ни с одной психологической школой. Я это говорю как человек, который больше 15 лет помогает людям, и у меня есть большая база и большой опыт. Я знаю, что можно сделать. Вот. То есть мы можем внедрять все, и мы можем так глубоко работать в дыхательных практиках, практиках дыхания, в погружениях, как, ну, я не знаю, как что еще может быть. И в какой-то я была адептом христианства, у меня была достаточно сложная такая ситуация жизненная, а мы знаем, что когда человек ну, не может ответы найти на какие-то вопросы, не видит в себе силы, часто очень так люди приходят к религии, и она выводит да, человека, она помогает. Вот я глубоко была в него погружена, и я поняла, что в принципе мы все живем по каким-то правилам. Мне не захотелось жить по каким-то правилам, мне захотелось быть вне эгрегора, вне системы, потому что любое учение, это я говорю только за себя, за свой опыт, за то, у кого я обучалась. Любая система, любой анхарет какого-то знания, он всегда говорит, как делать. Мы всегда находимся в каких-то предписаниях. И я поняла, что будь то религия, будь то какое-то учение, оно всегда будет нам говорить, как думать, оно всегда будет нам говорить, как правильно, как неправильно. И в какой-то момент мне захотелось быть просто наблюдателем. То есть это был мой выбор. Я уважаю всех, я уважаю мнение, в общем, каждого. Каждый идет своей дорогой. И мне захотелось немножко выйти, освободиться. Мне захотелось, ну, честно говоря, свободы. Я поняла, что есть что-то, нечто, за пределами чего я еще не была. Вот. И так я попала на твой канал, вот как раз с позиции наблюдателя. Я наблюдала, и я поняла, чем меня зацепил ты, чем меня зацепили твои диалоги. Ты говоришь, а как вы думаете, а как ты чувствуешь, а как ты ощущаешь это. А я не знаю, как я ощущаю. Я поняла, что я к себе вообще разучилась спрашивать. То есть, по сути, вся наша система образования, она не задает вопрос в глубину, что ты чувствуешь. А, как правило, мы мыслим стандартами, которые нам уже наложили в школе, родители и так далее. А где же мы настоящие? А где акт Творца? Где акт творения? И мне захотелось как раз тебя послушать поближе, и я поняла, что все, чему я раньше обучалась, это как когда-то было для меня моей гордостью. Да, я знаю это, я знаю то, но я поняла, что я, в принципе, растворилась во всем этом. То есть я очень много там читала, слушала и поняла, что все это, по большому счету, чьи-то ментальные отпечатки, это чьи-то мысли, но это не мои мысли. И сейчас я понимаю, что я вот в процессе обучения у тебя, я постепенно очищаюсь. Вот есть в психологии такая очень интересное понятие самости. И я понимаю, что я возвращаюсь к себе, к самой. То есть я интересна самой себе, я интересна сейчас становлюсь вот как личность, как что-то, как прекрасное творение. И это далеко не эго, это не самолюбование, это просто любопытное погружение в саму себя. А кто же я на самом деле? Вот. Ни одно, чему я учение, направление, учитель, ни один мне этого не дал. И не состоялось у меня какое-то единство, не сложились пазлы о том, как состоит наш мир. Не привело это ни к чему. И вот здесь я понимаю, что вообще вся ответственность за полученную информацию вообще лежит на человеке. А мы ее как бы немножко раздали. Да, мы раздали и СМИ, раздали средства массовой информации, там, книгам, школе. Да, вот подумайте вот сейчас, вот, те, кто сейчас на эфире, если вы получаете какой-то вопрос, и вы не знаете ответ, что мы делаем? Ну, что обычно человек начинает делать? Он гуглит, он в книги лезет, в лучшем случае энциклопедии, а в худшем он, окей, Google, Алиса. Да? То есть что мы делаем? Мы ответ за информацию переносим, ответственность, мы переносим на кого-то другого и полностью доверяем вот этим вот левым источникам. А насколько они правы, мы не знаем, никто не знает. Да? А что же мы можем сделать? А мы можем подсоединиться к нашей
полю, морфогенетическому, морфическому полю, да, ну, да, разные у него там есть. В принципе, речь об одном и том же, да, как ты правильно говоришь, мы не думаем, мозг не находится не в голове, а где-то вокруг нас. Вот если обратиться к истории создания, значит, тесловских изобретений, он писал в своих дневниках о том, что он ходит в какой-то город и оттуда все берет. Я не помню, где это я читала или слышала, но то есть это известная информация, что у него все это было, ему не требовались какие-то доказательные эксперименты, он выдавал сразу готовые, например, сопряженные какие-то детали, они выдавались конструкторам уже с данными размерами. И не было случая никогда, чтобы размеры не совпадали. Где это происходило? Как он это все проверял? Наверняка я уверена, что как раз он обращался к этому информационному полю. И вот хочу обратиться ко всем, кто будет слушать, кто сейчас слушает, мы тоже все это можем делать. Во-первых, мы имеем на это право. Во-вторых, у нас есть для этого инструменты. Эти инструменты как раз мы сегодня обсуждаем. Вот это мое четкое убеждение, это моя вера, потому что даже за то небольшое время моего обучения я получила ответы на свои вопросы, я получила настолько интересные, правдивые ответы, я уже действую в соответствии с полученной информацией. Я хочу сказать, что все это действует, что все это работает, и подключение к полю возможно. То есть это не чудо, но хотя это чудо, с другой стороны. Вот. Ну да, все так, все правильно, все верно, абсолютно согласен. И это поле любой может зайти. Ну, естественно, все это зависит от него. Не от волшебника Елены, не от волшебника шамана. Там вот абсолютно вы можете это делать под руководством специалиста, если вы захотите. То есть вся ответственность лежит только на вас. Когда я выпустил видео «Не читайте чужих книг», там столько посыпалось, что я чуть ли не бич, там, не знаю, какой-то проходимец-алкоголик, который вечно лежит, спит пьяный в теплотрассе и не знает, что такое книги. Я говорю, что вот он там написал? Я говорю, ну, может, он с Будуна взял и написал. А вы в эту фигню верите. То есть никто не проверил, никому это нафиг не нужно. Ну, чужая дичь, она и есть чужая дичь. Любая информация, вот я говорю, у меня лет 5, наверное, или 7 нет телевизора, я не смотрю, мне неинтересно. Я ни в каких не состою каких-то религиозных, я не стою ни в каких межрасовых или каких-то войнах между государствами. Меня это абсолютно не интересует, кто там чем во что играется, и все равно. Хотя мне часто задают вопросы, а вы из Москвы или вы из России, или если из России, мы с вами разговаривать не будем. Ну, то есть вот такая, представляете, насколько повтыкали людям в голову с той же Украины. Да какая разница, ты с Украины, ты с Болгарии, с Израиля. Ну, в чем разница? Все мои конструкции абсолютно разные. И белые, и зеленые, и черные, и желтые. Везде есть разные люди. Но зайти в измененное состояние сознания можно и нужно тем, кого интересуют ответы, либо для принятия решения, либо по здоровью, либо по финансам. И вот эти ответы можно делать, получать в практиках дыхания, вот, которые Елена проводит. Там абсолютно ничего страшного, никто от этого не умирал, наоборот, только прекрасные впечатления от полученной информации. Придя с запросом, вы получаете ответ, только если вы это все делаете для себя честно и правильно. Если вы просто лежите и притворяетесь, что вы дышите, вот точно так же попритворяется над вами. И вы ничего не получите. Все честно, все по-честному. Отдаете, получаете, не отдаете, ничего не получаете. Я так сформулировала как проводник, когда провожу занятия, что степень ответственности лежит полностью на вас, да, за дыхание. И насколько интенсивно, качественно и насколько вы стараетесь, от этого зависит, в принципе, уровень потока, да, получаемой информации. Как вы стараетесь, так, собственно говоря, старается для вас и поле. Вот это, наверное, самое главное, что нужно понимать, потому что за вас никто не подышит, за вас никто ничего не сделает. Ну, так всегда, в каждой сфере. Я думаю, что так. Поэтому многие,
наверное, сейчас. Я вот расскажу просто про этот курс дыхания, который я прошла. Может быть, кто-то тоже захочет поучиться, потому что он как раз и явился таким пробивным для меня, потому что я пришла со своим там опытом, со своими какими-то знаниями, и сейчас падает с меня шелуха такая ненужная. Вот это, и это не больно, потому что вот обычно у человека в жизни, как он меняется, да, как правило, мы меняемся только в процессе каких-то стрессов, да, вот тебе больно делает жизнь, и ты тогда начинаешь что-то соображать, двигать, думать. Обычно больно менять, больно, когда очки розовые падают с тебя и так далее. И вот как раз вот эта практика, она позволяет двигаться по жизни без боли, без травм. Ты просто растешь над собой, расширяешь уровень, энергоемкость свою, да, и повышаешь свою такую информационную грамотность, что, ну, я не знаю, где еще возможно, где возможно еще такой рост духовный, там, ну и все вместе. Вот. И курс шаманское дыхание как раз он дал, во-первых, опыт работы в паре, опыт работы в группе, ты учишься работать с голосом, с дыханием, в то же время какие-то там технические фишки, которые, например, я вообще ничего не знала об этом. Вот это, то есть это очень много дало мне, вот поэтому сейчас я это пытаюсь перенести, но на своем уровне, на своем уровне развития, конечно, те, кто ко мне приходит. Поэтому я приглашаю всех на очное дыхание. Кто, ну, есть кто стесняется, кто хочет сначала попрактиковать индивидуально, пожалуйста, тоже приходите. У нас тоже прекрасные результаты. Можно и так, потому что есть разные люди, кто-то любит группу, потому что в группе тоже поле создается, мы дружим уже. И вот, кстати, по твоему, Дмитрий, совету, мы теперь стали стоять на досках перед дыханием, потому что мы прорабатываем стопы, чакры, вот это подключку к земле. И совершенно у девочек другие ощущения после дыхания, оно ярче, и тело как бы тоньше чувствует все, оно лучше открывается, выходят блоки телесные. Вот. Но вообще то, что ощущают, можно зайти на канал у Дмитрия, на моем канале, вот выложена информация о результатах, сами девочки рассказывают, что они, то есть не моими там словами, устами, а интересно послушать тех, кто уже попрактиковал. Вот. Так. Ну, отлично. А ты же проводишь Да, конечно, онлайн, онлайн собираешь тоже, да. группы? Потому что не обязательно Да, конечно, тебе да. Я забыла прийти. сказать, да, что можно онлайн, конечно. Потому что результат тот же самый, но, опять же, мы не снимаем ответственность, что очно, что онлайн. Ответственность полностью лежит на том человеке, который решил изменить свою жизнь, решил приобщиться к полю, к нашему, и начать практиковать, начать меняться, узнавать что-то новое. Поэтому добро пожаловать. Да, да, приходите, вот пишет человек, я хотел бы прийти на практику попробовать. Приходите, пишите Елене. Тут, Я буду собственно рада. говоря, если вы не в ее городе, не в ее пространство придете физическое, то тогда можете ей писать, она собирает группу и сделает шаманское дыхание. Для этого особо ничего не нужно. Нужна кровать, повязка, наушники, ну и телефон или ноутбук, чтобы она вас видела в лежачем положении, чтобы она видела изменение цвета вашего, то есть вообще состояние ваше, и помогла вам спокойно, нормально раскрыться и получить ответы на ваши вопросы. Происходит все очень просто. Собираетесь в группе, назначаете, она назначает время, выбираете и, в общем-то, подключаетесь. И перед практикой сначала знакомства по желанию озвучиваете свои намерения, вопросы. По желанию в плане того, что если что-то вы неправильно сформулировали вопрос, она вам поможет. Тут еще очень важно правильно сформулировать вопрос. Не то, что я там хочу мужика, или там хочу кучу денег. Это все это никак не прокатывает. Нужно правильно сформулировать, ну, в этом она вам поможет. Потом сама практика дыхания, будете дышать интенсивно. Она будет за вами следить и вам помогать. Ну, а после дыхания, получение этих ответов под определенную шаманскую музыку. И в конце разбор полетов, опять же, по желанию, каждый делится, кто что увидел, кому что пришло, получил ли ответы и какие ответы получил. Ну, в общем, практически 100% всегда рассказывают и в начале свои, делятся своими запросами и вопросами, и в конце с огромным удовольствием рассказывают про свой
полет, который они совершили. Практика длится 2-2,5 часа. Все зависит от количества людей в группе. Да, все правильно. Все так, Все все так? так. Ну Нечего вот. добавить. Ну, говорит мастер, я даже не могу. Дмитрий, я хотела бы, чтобы ты поделился, если есть у тебя в практике какие-то интересные истории. Вот как ты сам дышал, через что ты проходил. Может, какие-то смешные, интересные истории. Может быть, там что-то такое вот просто интересное. Я до сих пор, я до сих пор дышу. С группой, когда собираю и дышу, я до сих пор, ну, вот я использую тряпочку любую, у меня такие есть синенькие. Это не какой-то мой бзык, просто я начинаю дышать и ухожу первый. То есть для меня это как, знаешь, как это, потянуло едой, и я Да. пошел в сторону столовой. Да. То есть вот это вот то же самое, и поэтому, чтобы вы меня не потеряли, и я вас не потерял, я должен тактилиться. Это делают многие, и не только в практике шаманского дыхания, я должен тактилиться. Тактилиться обычно есть такая практика выхода из тела, чтобы задержаться там, а эта практика, чтобы задержаться здесь, чтобы не уйти. Вот. И дыхание, я получаю огромное удовольствие, когда дышу с группой. Я смотрю всех, и это очень здорово. Я вижу, как меняется цвет. Ну, это как очередное кино. Очередные люди, очень интересные люди, тела, энергетика. То есть все такое вот все расцветающее. Вот он лежит, или она просто серая. Потом, когда начинает дышать, расцветает. Вы раскрываетесь. Многие прям как цветок вот показывают, лотос там или еще какой-то. Да, на самом деле это так. Меняется цвет вокруг тела, наверное, так. Потому что я не буду говорить там аура или еще что-то, я не буду умничать, но это очень здорово. Это происходит на самом деле. И учеников я своих учу: дышите вместе самоотверженно, давайте тон вот этому всему, вот этому всему дыханию. Плюс ко всему пробуйте расфокусировать зрение, смотря вот на людей, которые дышат. Очень здорово, но держите, чтобы вас не понесло. Или тряпочку, или четки. В общем, кому что нравится, то и держите. Было очень много интересного. Никогда вот те, кто делают, если практики сидя на диване, не нужно. Только лежа, потому что люди падают. Ну, тело должно свободно лежать, абсолютно свободно. Еще можно проводить практики офлайн, как Лен проводит. Когда я проводил, у меня был очень интересный человек, который всегда вставал и ел банан. Причем он его ел с кожурой, я всегда рассказываю об этом. Он просил: Дмитрий Леонидович, ты мне бананы приготовил? Я говорю: приготовил. И вот для него это был, он постоянно заходил в какое-то одно и то же место, он рассказывал и там получал, ну, какие-то там сакральные пещеры, и этот банан для него был как какой-то кристалл, что-то такое прям вот очень-очень-очень, и он его поедал вместе с кожурой, ну, предварительно помытый. Вот, потом опять ложился и, и опять улетал. Если мы отдаемся себе в этой практике, то мы получаем много-много всего интересного. 100% цирюльников, парикмахеров, как их по-другому теперь называют, в этой практике им выворачивают ладонь в обратную сторону. Ну, то есть руки вот так делают, только наоборот. То есть пальцы выкручиваются. Они, конечно, не ломаются. Я специально делал фотографии, снимал видео, потом им показывал. Всегда вот как это происходит, спрашиваю: парикмахер: да, откуда вы знаете? Я говорю: ты все показала. Видимо, что-то на руках, какая-то копится усталость, либо взаимодействие с людьми. Они же, ну, сколько человек в день они стригут. И в общем, видимо, вот это взаимодействие. Я всегда говорю: поменьше трогайте людей. Вот поменьше их трогайте, потому что это, ну, это... Или очищайтесь после того, как поработали с людьми. Я не говорю, что они там грязные, вонючие, какие-то они нехорошие, но ну, не всем подходит. Человек может быть абсолютно нормальный, но для тебя это будет, ну, вот
хочется смыть, окурить себя и вот. То есть человек проявляется. Как проявляется? По-разному. Кто-то начинает вот такой вот руки выкручивать, кто-то начинает плакать, кто-то начинает смеяться, кто-то ругается матом. Так смачно, сочно, и он куда-то пробивается, кто-то там с кем-то ругается. Все зависит от информационного состояния, где ты находишься. То есть с чем ты туда пришел и что ты получаешь. Потому что это как конфета. Все мы во что-то завернуты. Какой-то красивый фантик, дорогой там, или какие-то, мы не знаю, с какими-то украшениями, сережками, татушками, там, неважно с чем, но мы это фантик. В дыхании, в практике измененного сознания фантик с нас спадает. И вот что там под этим фантиком, мы все попадали на эти фантики, купишь дорогущую конфетку с красивым фантиком, разгрызешь ее, а там и вот. Либо какой-нибудь страшненький фантик, а там такая вкуснячая конфета. Но бывает и с красивым фантиком вкуснячие конфеты, не спорю. То есть и тут сразу видно, что же за конфетки пришли сегодня подышать. И так как я наблюдатель, и ты к этому тоже стремишься, ты наблюдаешь, что же тут за конфетки. Ничего личного, никакой обиды ни для кого. Просто смотришь, что же тут за конфетки. А конфетки бывают очень разные. Неожиданные даже. Очень неожиданные, да, иногда такие конфетки приходят. Ну, вообще, мы умом надо меньше вот анализировать, все это полная ерунда, и это не нужно. Я всегда вспоминаю, когда я учился в институте, мне попался в группе, пришел к нам новый человек, его звали Равиль, он был 2 метра ростом, у него были вот такие железные зубы, но у него очень большая голова. Ну, прям какой-то, не знаю, зверь, убийца какой-то. В конце концов, он стал моим лучшим другом. Оказался нежнейший, ранимейший человек. И, в общем, вот как нас имеет ум, вот, я думал, монстр, откуда ты взялся? Ё-моё, это же, зверюга прям зверюга, да еще железные зубы вот такие вот, кулачища огромные. А на самом деле оказался прям душевным человеком. Поэтому не анализируем. Вообще слово анализировать можно разобрать, и вам оно не понравится. Лизировать анал. То есть мы лижем анал. Анал лизировать. В моем понимании ненормального человека это так. Поэтому не хочется анал лизировать. Приятного мало, да. Картинки. Благодарю. Благодарю, Дмитрий, да. Я просто сейчас, вот ты говоришь, а я как раз думаю о том, что эта практика глубоко психотерапевтична, да, потому что мы не только отключаем левое полушарие, да, здесь, вообще мы отключаем ум, уходим с дороги ума, но здесь мы можем расслабиться, как показывает практика как раз выточной группы, поскольку мы дышим регулярно, и я уже могу наблюдать динамику, очень показательные случаи, когда человек очень сильно расслабляется во время практики. Что происходит? Вот механику дыхания я, например, для себя понимаю так. То есть это такое сознательное, убыстренное дыхание, мы прокачиваем мозг кислородом. Да, такая гипервентиляция получается, кислородная, да, когда мы благодаря частому дыханию вентилируем свой мозг и вообще все органы, не только же мозг, да, вот, и поэтому, собственно говоря, происходит такая прокачка и чакры, и вишудхи и так далее, но за счет чего, собственно говоря, психотерапевтический эффект наступает, а оказывается, я так понимаю для себя, все очень просто, мы же постоянно находимся в перманентном стрессе, то есть мы постоянно напряжены. Мы на работе, там нас давят, да, домой приходишь. Но чаще всего человек расслабляться не умеет. Почему не умеет? Потому что вообще в нашем ментальном, я вот задумалась, в нашем менталитете, будем говорить, да, русского человека, вот мы же в русскоязычном пространстве, мы вообще расслабляться не умеем, у нас культуры расслабления нет. Почему? Потому что мы, вот обратим внимание на пословицы, не поработаешь, не поешь, да, до 7-го года работать и так далее. То есть признаком, маркером хорошей работы служит напряжение, служит усталость. А расслабления нет. Да? Понятно, делаю,
потехи час, ну всего час потехи, да, делаю время, потехи час. То есть расслабляться вообще не принято, это даже как бы не очень хорошо. Это только сейчас мы стали, да, вот у нас курсы йоги и так далее. А вообще на генетике у нас сидит постоянно напрягаться, напрягайся, работай, да, ты не устал. То есть маркер хорошей работы — уставшее тело, а уставшее, значит, оно напряженное. И мы, по сути, ну, не умеем расслабляться. А что происходит в практике дыхания? Мы уходим вниманием от тела. По сути, на тело нам нет дела до тела. Нам есть дело до чего-то более таких других сфер. И тело расслабляется, потому что а зачем ему напрягаться? Да? Мозг же отключается, вот мы все контролируем мозгом. Поэтому происходит и психотерапевтический эффект, и проработка значит, вот этой горловых всех блоков, потому что невысказанность тоже в нашем менталитете женщина не особо может что-то высказать, да, невыполканность, непроговоренность чего-то, она блоками садится, вот оседает здесь. И часто очень говорят, что у меня сейчас здесь как будто какой-то вот ком сидит в горле. Это как раз вот потом она через год-два оно вырастет в какой-то там гипотереоз, да, в болезнь щитовидки или еще во что-то, да, в аденоид или еще. Вот поэтому практика дыхания позволяет работать с духом, с телом, с болезнями, со всем чем угодно. Казалось бы, такая простая, да, ну что такое? Дышишь и все. Никаких тебе расстановок здесь, никаких тебе линий времени, векторной психологии. Вот поэтому она меня не перестает удивлять, и я с радостью, просто я уже говорила в каком-то виде, что я просто влюблена в эту практику, потому что мне есть чем сравнить. Вот, скажем так. Поэтому я еще раз благодарю, приглашаю. Ну, отлично. Да, приходите, дышите. У меня были люди, ну, и они тебе будут попадаться после уже окончания дыхания, они все еще продолжают. Продолжают самоотверженно и заканчивать не собираются, и уже там, алло, давай, все, хватит. Они не понимают, то есть они находятся уже в измененном сознании, а телу настолько это понравилось, у него же тоже есть свой собственный разум у тела, и оно работает дальше, и в общем-то, это достаточно сложно остановить. Нужно аккуратно возвращать человека, то есть пока душа не вернется, тело не остановится. Ну, то есть оно так и будет работать. Это еще нужно осознать и, в общем-то, пережить это, вот это понимание, да, потому что все очень, так сказать, ну, все очень интересно, все волшебно. Дмитрий, я вот хотела спросить у тебя, вот раз мы так плотно и хорошо рассматриваем сегодня дыхание, какова на твой взгляд связь тела и тела и дыхания? Вот чего не стоит бояться? Потому что ты рассказываешь о каких-то спазмах, да, о вывернутых ладонях и так далее. Кто-то ощущает волны, кто-то покалывание, кто-то там дергается, ну, у каждого по-разному. Почему это происходит? Что здесь? Потому что вот сейчас я вижу, здесь присутствуют девочки, которые приходят на практику. Может быть, те, кто еще не дышал, те, кто дышит. Но в любом случае интересно знать, а что же с телом-то происходит? Почему вот такие вот неприятные ощущения, ну, на первый взгляд? Что происходит? Как это все выходит во время дыхания? Ну, это происходит иногда в самом начале дыхания, то есть тело не отпускает, оно не привыкло расслабляться, и для него это непонятно, что это за фигня, и как вообще с этим быть. То есть перенасыщение крови кислородом незнакомо телу, оно не знает, как реагировать, и вот эти вот вывернутые руки, на самом деле никакого страха, никакой боли, кстати. Потом я спрашивал многие десятки людей, которые вот это происходило, нет. Потом спрашивал, уже на третий день пишу, руки не болели, нет. То есть, а что, ну что тут такого? Ну, я же показываю запись там фотографий. Они говорят, нет, у нас абсолютно ничего не... То есть на физике никаких последствий не происходит. Но, видимо, какая-то информация остается в теле. При дыхании эта информация выходит какими-то штуками. У меня были люди, которые начинали рождаться, то есть проходили по материнским проходам вот в этой вот дыхании. А есть люди, которые зажаты, как ты говоришь, горловые, и еще сильно обезображенное образование, там, по 2-3 там, высших образования, и у них у всех плюс-минус одинаковая реакция на тело, все так более-менее, но реакция на
голове, на лице спазм очень у многих. Я это называю куриной жопкой. Они делают вот так, вот это я называю куриной жопкой, и вот иногда вот так руками себе помогает. Но все это прям стягивается, я так не смогу сделать. Я так не смогу, и когда показывают, что я, что ли, я говорю, ну да. И это что это? Я так не умею. Да, ты сейчас не умеешь. Но вот все спазмируется. Я так думаю, что вот у тебя сколько образований? 2 или 3. Никто не скажет, что у меня там технарь и куриная жопка. Нет, технарь не сильно обезобразил, не довел тебя до куриной жопки. Но э, вот сколько лет я это провожу, никакой побочки не было, никаких последствий. Ум, естественно, сразу, ну, во-первых, человек приходящий должен верить тому, кто проводит. То есть кому он пришел, он должен доверять. В самом начале дыхания ум, естественно, начинает пугать. Сейчас что-то с тобой произойдет, ты там умрешь или еще что-то будет, потому что телу непонятно, что ты делаешь, и начинается покалывание практически у всех. В руках, ногах. Это нехорошо. Ну, то есть мы когда отсидели, отлежали, начинается покалывание, это знак того, что надо там поменять позу или еще что-то. Вот. Но на самом деле никогда ничего не происходило, никаких побочек не было. Нет, мне даже нечего вспомнить и сказать, что бойтесь вот этого. Ну, единственное, только не берем сильно беременных, вот, и каких-то наркотических или алкогольных зависимостях тоже не берем. Ну, собственно, им это не нужно, у них своя свадьба, поэтому они редко когда приходят. Вот. Поэтому не стоит вообще ничего бояться в этом плане. Я не помню никакого случая, чтобы что-то, как бы человека там как-то, вот, абсолютно нет. Наоборот, расслабление. И всегда после дыхания хочется кушать. Практически всегда. Это говорит о том, что тело отдохнуло, и тело потратило энергию, и оно хочет кушать. Хочет восполнить. Я вот хочу, чтобы все, кто сейчас слушает, вот эти рекомендации прослушали еще раз и ничего не боялись, потому что страх присутствует. Не бойтесь ничего. Страх ум вас будет пугать, а страх это самая последняя штука, которая не дает вам развития. Уму невыгодно, чтобы вы развивались. Когда вы будете получать ответы на свои вопросы, когда вы будете получать кучу информации, вам он не нужен будет. Он это знает, и он боится, потому что ум не в голове у нас, он у нас с правой стороны над головой. Это вирусная программа. Она заточена так, чтобы вы никуда не ходили. Сиди и не мяукай. Вот тут вот в стойле, иди работай как негр, и мучайся, страдай, и там, наверное, будет тебе царствие. Но это не Но точно. этого никто не обещает. И не проверишь. Да. Это точно. Так что приходите и работайте. К сожалению, вот все только через это. Ну вот только так. Так же, как и гвозди для спины я ложусь, и только через эту боль. Но боль 2-3 раза, и потом она проходит, наверное, через минуту-две, и все. И лежишь на гвоздях, как будто просто на полу Вот или на как раз. кровати. Не бойтесь, если хотите, Да. отдайтесь себе. Дмитрий, вот ты можешь рассказать вот о том случае, ты, по-моему, недавно говорил на каком-то эфире, что к тебе продолжают ходить дышать, потому что у людей уменьшились скачки давления или что-то такое, да, что вот пролонгированный эффект дыхания, такой, может быть, неожидаемый даже. Вот случаи такие исцеления. Да, эффектов, практически каждый раз из группы у кого-то что-то происходит незапланированное. То есть проходят какие-то, падает давление. Если многие приходят, вот у меня давление, я говорю, ну у меня тоже давление, без давления мы тут и не можем жить, поэтому ложись и не переживай, начинай дышать. Тело само будет, тебе подсказывать, так скажем. Кто-то уходит быстро, кто-то дышит долго, кто-то дышит постоянно, его приходится возвращать. Но эффектов достаточно много. И эффекты потом приходят, люди через 2-3 дня пишут, что я вот у вас подышала, у меня там вот что-то прошло. Связывать это с дыханием или нет? Да, связывать, потому что они потом приходят и хотят повторить, потому что у них случилось вот это. Давление прошло, какие-то неприятные, кстати, вот ты говоришь, ком в горле, это тоже отлично работает, вот эта вот нервная штука, которую они гасят какими-то лекарствами, которые там пьют, а я там
3 года пила, подышала у вас, еще забыла про него, 2 дня не пью. Можно еще? Ну, конечно, можно. Приходи и будем дышать. То есть она может опять зайти в этом состоянии к себе в это место, в горло и посмотреть этот ком, договориться, убрать, понять в первую очередь, зачем он и почему, и убрать его. То есть в этом случае, да. У кого-то зрение улучшается. Здесь непонятно. У меня есть какие-то составы трав, которые я даю для людей, рекомендую. И иногда работает вообще совсем в другом направлении. И это иногда даже очень меня веселит, потому что все мы разные, конструкции разные. Невозможно лечить одним лекарством всех. Но дыхание очень здорово, это практически ничего не стоит в деньгах, никаких затрат не нужно. Единственная затрата это только собственное желание, самоотверженность и желание сделать так, как тебя ведут, так и делай. Да, вот это важно. Важное слово самоотверженность, это прям код такой, код к дыханию. Самоотверженно дышать, да. Это здорово. Вот, Дмитрий, ты сказал про доски, ты можешь вот как раз описать вот шаманское дыхание и другие способы изменения сознания. Вот чем ты пользуешься и как еще, например, можно усилить его. Вот у нас есть доски, мы включаем в практике поющую чашу. Что еще ты сам используешь? И вот обычный человек, который сейчас смотрит эфир или посмотрит, что он может вот дополнить как свой духовный рост, если он только начал, например. Расскажи, пожалуйста, об этом. Дополнить сновидениями было бы очень неплохо, то есть осознанными сновидениями, чтобы человек подготовился. Ну, то есть если мы готовим автомобиль, то мы проверяем и давление в шинах, и бензин, и масло, и, в общем, все проверяем для того, чтобы все нормально ехало. То же самое, если уже вы собираетесь... То есть, когда вы, допустим, вы пришли к Елене, подышали, вы как удивились, что вот это вот не надо, вам никто не вот это вот не показывал на пальце, вы это все увидели. Поймите, это гиперреально. Здесь все серое. Ну, плюс-минус. Здесь совсем не так, как там. И там вы просто, как удивитесь. И после как удивитесь, то есть вы съели конфету. И у вас какой вопрос? Блин, а где еще взять? Да, а с чего она сделана? А где продается? Дайте мне, дайте 2. Вот эти дайте 2, это будет стояние на гвоздях, лежание на гвоздях, это будет шаманское погружение, чем, в принципе, Елена уже тоже может заниматься. Это будет сновидение, именно осознанное сновидение. Можете у Елены тоже все узнать, как это все это делается. В осознанных сновидениях вы тоже можете получать ответы на свои вопросы. Ну и вообще я живу в осознанных сновидениях. Для меня это больше, чем жизнь здесь, вот в этом мире. В том мире все гораздо интереснее. Мне там больше нравится. Вот. Поэтому, и поменьше, как помните в той книге или в том же фильме, не читайте русских газет, да, вот не читайте чужие книги, вот всю эту фигню, вот не надо просто, не читайте, и все будет хорошо. Все ответы есть у вас. Приходите к Лене, она вас подышит, вы получите. Там сразу вы поймаете вот эту рыбу золотую, и потом будете постоянно ходить на рыбалку. И, в общем, будете заядлым рыбаком ответов и состояний, ответов на вопросы, и тех состояний, которые вам очень понравятся. Это, нет, ничем не объяснить. Абсолютно, я не знаю, с чем это можно сравнить. Я тоже пыталась сравнивать, не с чем. Не с чем поверить. Не с чем. А с погружением, если придете к ней на шаманское погружение, то тут люди вообще не хотят уходить. Они хотят там остаться, побыть там. Но нам, я не знаю способа остаться там. Вот. Только господин Итигилов смог это сделать. Он сейчас там в храме сидит. Но он мне не позвонил и не сказал. Поэтому свалил сам втихую. Можете погуглить, почитать про него. Там Лена знает, я об этом рассказывал. То есть она вам может скинуть инфo. Очень интересно. Его тело живет, оно сидит там в храме, там ногти, волосы растут. При службе тело потеет. То есть тело живое. Оно ничего нифига не поняло.
но оно живое. А душа его свалила. Как сделал? Не знаю. Молодец. Рассказал бы, я бы тоже бы Ой, свалил. да, история Тингелова это вообще, конечно, чудесно. Конечно, очень интересно. Вот, так что вот так вот зависшие будете часто, если будете заниматься вот, измененным сознанием, практиками, и будете зависать, потому что, ну, это разрыв шаблона, и непонятно вообще, как, что я делал до этого Да, здесь. разрыв шаблона происходит, действительно происходит в практиках. Дмитрий, скажи, пожалуйста, что, как новичку, какие ошибки может сделать новичок? Вот я знаю, что обычно очень много человек ожидает от практики. Вот он наслушался, он начитался где-то, да, и сразу ждет каких-то невероятных результатов. Мы знаем, что в практике мы можем пообщаться с наставниками, с ангелами, есть такая возможность, да, и есть опыт, они приходят действительно, но вот бывает, когда человек просто сразу может не видеть, там, или еще с чем может сравниться человек, который только начал дышать, чтобы это его не расстроило, не разочаровало, и чтобы он ушел и снова пришел. Какие ошибки, какие вообще вот неправильные мысли, скажем так, как подготовиться? Не надо ничего ожидать. У каждого все очень индивидуально. Мы не сразу научаемся ездить на велосипеде, на машине и тем более на самолете. Вот измененное сознание – это самолет. А многим приходит сразу. То есть они ничего не ожидают. Ну, то есть не ожидайте и все. Вот что вам придет, то и придет. Ожидание ум будет вас все равно держать. А я вот я ожидаю сейчас, вот мне придет, там, не знаю, что-то такое, чего я вот ожидаю. Не надо ничего ожидать, просто отдайте себе и посмотрите, что к вам придет. Что вам придет? Может быть, вы где-то окажетесь, и кто-то вам будет там. Может быть, это будет темнота, значит, вот спрашивайте потом у Лены, как это сделать темноту, просто раздвигайте руками. Вы там, и я ничего не вижу. Вот раскрывай все. Делайте то, что вам придет. Не надо думать, а как я, чего я сделаю. Как только вы его включаете, этот паразит, который над вами, он настоящий паразит, он вас сделает. То есть он скажет, не надо, не трогай, то ты умрешь, руками ничего не надо. Ну, вот не надо, просто проваливайтесь туда, и будет вам счастье. Если не прошло первый раз, я на первый раз не научился на велосипеде кататься, поэтому у меня ничего не получилось. Я говорю про велосипед. А состояние измененного сознания, может быть, вам дольше надо подышать, может быть, подготовиться, может быть, там, 2-3 дня не покушать мясо, если вы там имеете низкие вибрации. Может быть, еще что-то нужно. То есть приготовиться к практике я вообще рекомендую, ну, как бы мясо там 2-3 дня не кушать, курицу, пожалуйста, но не мясо и тем более не свинину. Вот. Поэтому посмотрите, как вы. Есть люди, сильно обезображенные умом. Если у вас там 2-3 образования, и вы там читаете чужие книги, то тогда постарайтесь не кушать 2-3 дня и идите на практику. Я благодарю, Дмитрий. Я вот смотрю, у нас уже мы час в эфире. И поскольку я выступаю в качестве ученика, продолжаю быть им с удовольствием, такой вопрос. Вот собирательный образ человека, который к тебе приходит на обучение, вот какой он? Может быть, кто-то сейчас просто смотрит? Нормально, И ненормальный. себя узнает, Он вот нормальный, придет просто к тебе. ненормальный. Вот нормально, ненормально. То есть вот чудо, которое мало кто воспринимает. Да, да она там того, да она там. Вот, то есть человек, который не зашоренный ничем, а человек, который понимает, что у него что-то есть, но он не знает, что с этим делать. Потому что если это что-то есть, ну, показать кому-то, знаете, как у этого самого, самому не видно, а другим показать стыдно. Вот это то же самое. То есть и человек попадает в атмосферу, когда тут все нормальные, ненормальные, и оказывается, что ненормальные – это те, кто нормальные. Поэтому человек, который… У меня были ученицы, которые не один раз лежали в психушке. Они абсолютно нормальные, но их общество принимало как ненормальных. И отправляло, естественно, такие люди ему, этому социуму не нужны.
их подальше, а то тут сейчас все раскусят, всю систему, сломают нам матрицу, ну их нафиг, пусть они идут туда. Вот. И с пытливым умом. Вот им очень интересно, и они не боятся никаких практик. Они идут вот пытать себя, свое тело. Я всегда над своим телом очень, ну, не издеваюсь, но очень много экспериментирую. Что оно, как оно, когда оно меня отпустит, в каком состоянии мне лучше находиться. И они примерно одного же, наверное, одна рассада со мной. То есть они как-то по-своему, но одним словом, нормальные, ненормальные. Вот они готовы, они понимают, они видят, они, допустим, так же, как ты, прошли все, вот все, что предлагают, и все понимают, мне многие пишут, вот я и там, но что-то какая-то фигня вся, где-то нас тут имеют. Вот. А послушала вас, о, блин, ну вот как вы это, я не знаю как. Ну, это, во-первых, не я, это духи, которые работают через меня. Во-вторых, все, что я говорю, я все делал сам, все это кусал, нюхал, болел, страдал, испытывал себя. И они готовы делать то же самое, чтобы... Ну, это такая вкуснятина. Ну, вон, мужики-то куда едут на рыбалку, да? Во-первых, далеко. Во-вторых, еще зимой куда-то прутся, сидят там на морозе. За что? Вот за этого пескарика? Так же и мы идем, мы знаем. Вот я рассказывал на прошлом вебинаре, как вот эти вот монахи, да, которые не едят и сидят там, едят какие-то сухари, сидят там в своих кельях. Ну, потому что они знают вкус. Они в то состояние зашли, и они хотят там быть постоянно. Их все остальное не очень интересует. Так что вот примерно такие вот нормальные, Друзья, если ненормальные. вы узнали себя в этом портрете, хотите к Дмитрию Да. на обучение, я тебя благодарю. У нас время, да, уже час. Благодарю за... Ну, чуть больше часа, да. Там, если есть вопросы, посмотри, если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, кто-то хочет по дыханию или по каким-то, давай немножко, просто потом не получится перезалить сразу в инсту, ну, скачаешь, Да, потом там был вопрос, сделаешь. когда следующее Если дыхание. вопросы какие-то Лента, к были, сожалению, убежала. Но я угу. думаю, что кто-то меня записывал из моих, кто слышал. Может быть, вы сейчас напишите, продублируете Сейчас свои посмотрим. вопросы. Да, да, Сейчас да. я попробую перемотать. Ну вот. Всегда в напряжении, расслабляться не умеем, да, пишет Настя. Да, согласна, потому что нас не обучают этому, к сожалению. Ну, еще есть время, вы можете задать вопрос Дмитрию. Да, да, вам благодарность вам, дорогие друзья, за то, что вы с нами сегодня были. Мы, возможно, еще что-то совместное проведем, потому что... Конечно, проведем. Ну, безусловно, проведем и сделаем кому-то что-то, если интересны какие-то темы, то пишите мне, пишите Елене. Это все абсолютно воспринимается нормально, и здесь нет никаких табу. У нас корона не может, где-то слезла, не знаю, не видно, но у меня ее точно нет, поэтому вот. Марина, вот тут нашел, Марина спрашивала, Дим, расскажи, пожалуйста, про Айаваску. Марина, это моя ученица. Марин, я сделаю отдельный эфир по этой Айаваске. Это вообще огромная такая тема. Это, ну, не знаю, это прям целый рассказ, что это, зачем это и что это дает. Ну, собственно говоря, на моем личном опыте я могу теперь... Я раньше, как говорится, знал, как это рассказывали, а теперь я могу рассказывать сам. Я попробовал и не один раз, и разную ее. В смысле, эта ayahuasca, она делается из нескольких компонентов. Ну, в общем, все расскажу. Смотрите, какие-то там анонсы буду делать. Вот. И приходите, задавайте вопросы, я вам все расскажу. Всем рекомендую по поводу вот этих вот ayahuasca. Я думаю, что через какое-то время я тоже буду проводить ретриты по разным местам, но не так далеко, где я был в Латинской Америке, это очень далеко. Больше суток я летел, я постараюсь где-то сделать ближе вот к нашим каким-то, к нашим районам русскоговорящим. Вот Марина пишет, заранее спасибо.
Сделаю, обязательно сделаю. Дмитрий, скажите, стоит ли планировать свою жизнь? Стоит планировать. Ну, как бы предсказать будущее невозможно, но будущее складывается из сегодняшних ваших действий. Планировать только в себя, вкладывая деньги, не покупая никакой недвижимости, никакой. Ну, то есть, вот я сейчас куплю 8 квартир, и будет мне счастье. Счастье может закончиться по одному указу какого-нибудь начальника, президента, и это будет горько. Вкладывайте только в себя, в то, что у вас невозможно будет отобрать. Вот когда вы будете полны вот какой-то своей идеей, какой-то своей практикой, тогда это вы можете жить там где угодно, и вас это не... Сделайте свой собственный бренд, вот так скажем. И тогда можно будет уже планировать. Не бойтесь жить там, где вам нравится, потому что все это обман по поводу вот этих вот, где родился, там и пригодился. Это все неправда. Абсолютно неправда. И Родина — это там, где мне хорошо. Я не понимаю, что такое Родина. Сейчас живу в Болгарии, и мне хорошо, и это моя Родина. Ну, то есть Родина — это все только слова. Вот там деревушка, березки, да не вопрос. Я был там, где пальмы, ягуары. Мне говорят, не ходи, там ягуары. И мне тоже было хорошо. Я не понимаю, кто кого имеет. Я думаю, что лучше пусть мы имеем счастье и удовольствие, чем нас за счастье и удовольствие отымеют. Поэтому планировать, да, стоит, только сделайте что-то из себя. К сожалению, финансы сейчас рулят, и мы без них никуда, ну никак, вот так пока вот здесь все устроено. Сделайте свой собственный бренд и работайте спокойно, без всяких напряг, там, каких-то аренд, покупки недвижки или еще чего-то. Я смотрю здесь вот в Болгарии, здесь очень много отелей, которые ну, практически разорились, огромные стоят. Вот была пандемия, никто не приезжал, и, в общем, какие-то вот произошли штуки. Хотя многие жили, но понимаете, что вот я вложу сейчас 7 квартир, куплю или построю что-то, это все ни о чем. Завтра это может вот одним росчерком закончиться, как это белые придут грабят, красные придут тоже грабят, у вас это отберут, приватизируют. Мы знаем историю прекрасно, недалекую, когда приходили, забирали, устраивали там какие-то общаги, конюшни и все остальное. Вот. Но планировать надо. Все равно как-то плюс-минус. Но только в себя. Вкладывайте только в себя. Если есть еще какие-то вопросы, пишите, друзья. А мы запланируем тогда следующий эфир. Я думаю, что вопросы... Да, если вам будет интересно, конечно, пишите. Есть еще один вопрос. Насыпайте еще один У вопрос. меня лично вопросов больше, чем ответов. И мне это очень нравится, это очень круто, потому что когда человек думает, что он знает все, что он все познал, он как раз в этот момент останавливается. Как раз он становится заложником своих знаний. И они не всегда верны. Да. Так, вот вопрос. Сейчас мы посмотрим. Может ли человек всю жизнь жить в одиночестве? Или нужны люди? Мучаюсь этим вопросом. Здесь вопрос к вам, нужны они вам или нет. Обычно люди, которые чем-то занимаются, ну вот я скажу по себе, мне стадо не нравится, не из-за того, что я тут такой прям вот губу вот так делаю и вот так, но стадо это шумно. Это шумно, это нервно, и ну, мне это не нравится. А в одно лицо жить прекрасно, если вы себя любите. Любые какие-то ваши физиологические потребности вы решите, живя в одно лицо. То, что нам рассказывают про семьи, можете у меня посмотреть. Я там снимал, прям делал видео. То, что семейная жизнь — это обман, это тупик. Это... Ну, вначале, да, когда у нас там бродит вот это «хочу», вот тогда да, но потом постепенно все это сходит на нет, и обычно семейная жизнь, если мы говорим про семейную, вы можете жить в одиночестве, семейная жизнь нас лишает развития.
Это дети, это там, мужик должен пахать на 8 работах и вовсе не заниматься тем, чем он хотел. Женщина, естественно, сразу падает в заботу о хозяйстве, о детях. Ну, то есть все заканчивается. И приходится вот это вот делать независимо от вашего желания. Если у вас этого нет, вы можете спокойно жить, а, как говорится, с кем-то поговорить, ну, редко возникает такая потребность с кем-то поговорить. Если вот я принимаю постоянно людей, я постоянно разговариваю, и мне вот совсем не нужно никого иметь. Одиночество это оно возникает только тогда, когда вы не научились себя любить. В одно лицо прекрасно. Я вот тащусь от себя, хотя я с ним 24 часа в сутки и ем, и сплю, и на горшке сижу. Но он мне не надоедает, нормальный чувак. Если надо, он молчит, если надо, что-то рассказывает. Абсолютно как бы адекватный чел, который, ну, в принципе, меня устраивает. Вот. Поэтому одиночество, я не знаю, что такое одиночество. Мне прекрасно в одно лицо, и я просто тащусь от... Ну, я не мешаю себе. Я не мучаюсь никакими вопросами, там, я там какой-то старый, толстый, там, еще какой-то, там, не знаю. Ну, вот это все, что вам ум навевает. Нет, я прекрасно, все у меня замечательно. Думаю, что если вы придете к этому, посмотрите, в принципе, народ, так скажем, чем меньше развит, тем больше они кучкуются. Люди, которые что-то знают, что-то, не знаю, чем-то занимаются, им не нужно. Абсолютно не нужно сборище какое-то. Вот это мое мнение. Я полностью согласна, потому что тоже в моей практике, в моей жизни тоже были моменты, когда хотелось расширения какой-то движухи, когда ты прям идешь к людям. Но это тоже необходимо, это тоже нужно прожить. И потом ты понимаешь, что тебе настолько собой интересно, что, по сути, никто не нужен. Не потому, что ты очень какой-то ставишь себя выше других людей, а просто потому, что ты самодостаточен. И я не знаю, что может быть лучше вообще. Просто кайфовать от общения с собой. Тем более, что у нас, если нужна какая-то информация, мы ее можем получить в любой момент. Я не воспринимаю вообще слово одиночество. Это, мне кажется, навязанной системой. Да? Если ты один, ты одинок. Значит, ты что-то кому-то должен. Да? Это такой крючок социума, который нас цепляют, и для того, чтобы говорят, что обязательно нужен кто-то. Да? А кому нужен, кто это оценивает. То есть это уже немножко игра системы. Ты должен жить для кого-то. Ты должен жить для кого-то. Меня всегда веселит, когда я живу для детей. Я живу там еще, а для себя ты никогда не пробовал жить? Для детей. Дети, это, знаешь, вот так, папа, вместо доброе утро, папа, дай денег. Вот это вот дети, прекрасные дети, которые потом вырастают и вот. То есть это какое-то короткое время, ну или продолжительное, идет параллельно вам. Ни дети, ни родители, ни мужья, ни жены. Это все бред. Вот вы приехали, там, не знаю, на природу, все классно, но только тут комары летают. Вы уехали, нет комаров. Вот, примерно так же я сравниваю люди, которые идут параллельно в какой-то отрезок времени. Ну как же ты сволочь, ты эгоист. Ну, то есть сразу идет клеймо на все, вот ты вообще свой эгоист, для себя живешь, а как же там, не знаю, вообще кто там, государство, семья там. Если подумать, то тут понятно, что нас всех имеют, чтобы мы не развивались. Живи для кого-то. Не-не-не. Попробуй жить для себя. И все к тебе потянутся. Друзья мои, это ли не самая лучшая рекомендация, чтобы прийти и начать дышать, начать погружаться и, наконец, жить для себя? Ну, я не знаю, вот лучше финалом сложно придумать сегодняшний эфир. Вот мы потом посвятим эфир погружению. Это еще более такая глубокая, глобальная, широкая тема, на которую тоже подготовим вопросы. Вот поэтому, если есть еще вопросы, пишите. Все, я улетаю на острова, пишет, как вас зовут. Все, мы прилетим к вам. Прилетайте, и как раз вот сегодня, раз уж мы с Дмитрием в одном поле, я сегодня подумала, как же я хочу куда-нибудь на ретрит. Где-то, я думаю, я сейчас начну искать, и вот ответ на вопрос.
ты его будешь скоро готовить. Значит, я в первых числах. Да, буду скоро готовить, да. Или, ну, пообщаемся по поводу ретритов. Я сейчас тоже рассматриваю, но недалеко. Тяжело. Минус 8 часов у меня было. И я никак до сих пор не отойду от вот этого времени, которое тут вроде спать пора, а у меня еще только утро. Вот. Так что в этом плане акклиматизация несколько... Ну, везде свои плюсы Это и все минусы, как решаемо. всегда. Было бы желание, было бы, как говорится, был бы запрос. Поэтому благодарю тебя. Я благодарю за Да, то, что ты именно так. делишься. Благодарю за то, что Просто пригласила. я думаю, что еще очень много раз мы встретимся. Спасибо всем, кто был сегодня. Я думаю, что очень было полезно и для практиков, и для новичков. Встретимся, пишите. Канал Дмитрия, вы знаете, везде его можно найти в соцсети, у него, по-моему, есть все. Поэтому мы с вами. Благодарю еще раз за эфир и за то, что делишься. Благодарю. Спасибо. До До встречи. встречи.